Сегодня готовим идеально вкусный торт на кефире «Черный принц». Начнем с приготовления шоколадного бисквита. Понадобится 4 яйца, 250 граммов сахара, 150 граммов масла, 340 граммов муки, 60 граммов какао, 4 грамма соды, 6 граммов разрыхлителя, 300 мл кефира, 200 мл кипятка и 15 граммов ванильного сахара. Сразу же включим духовку для разогрева и приступим к приготовлению. Смешаем 340 граммов муки, 60 граммов какао, 4 грамма пищевой соды и 6 граммов разрыхлителя. Все тщательно перемешаем и просеем. Это важный процесс, так как какао часто слеживается, образуя комочки. Если останутся, разомнем их лопаткой. Еще раз перемешаем до однородности и отставим пока в сторону. В миску разобьем 4 яйца комнатной температуры среднего размера. Слегка взобьем до легкой пены и добавим 250 граммов сахара и 15 граммов ванильного сахара. Взбиваем миксером до пышности, примерно минуты 3. Все очень просто. Тесто замешивается миксером, лопаткой ничего вымешивать не нужно. Сюда же добавим 300 мл кефира комнатной температуры, 150 граммов растопленного сливочного, можно заменить на растительное масло, и 200 мл крутого кипятка. Перемешаем миксером на низкой скорости, не взбивая. Затем сразу всыпем сухие ингредиенты. Включим миксер и на самой низкой скорости аккуратно доведем тесто до однородности. Если видите, что по стенкам миски остаются сухие участки, обязательно все соскребите лопаткой, чтобы не оставалось непромешанного. Тесто должно быть гладким, однородным и без комочков. Тесто получается довольно жидким, так и должно быть. Выпекать я буду одновременно в двух формах диаметром 20 см. Дно застилаю пергаментной бумагой и распределяю тесто поровну между двумя формами. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 165 градусов 45 минут. Готовность проверяйте по истечении времени деревянной шпажкой. Она должна выходить из центра бисквита сухой. Далее достаем из формы, и как только бисквиты немного остынут, можно разрезать. Пока коржи остывают, приготовим крем. Возьмем одну банку сгущенного молока. Покупайте качественную натуральную сгущенку. Перельем ее в миску и добавим 30 мл лимонного сока.
процессе сгущенка загустеет. Также ее можете поставить на несколько минут в холодильник. Далее 500 граммов отвешенной сметаны жирностью около 30%. Немного взобьем до легкой пышности. Перемешайте лопаткой до однородности. Получается вот такой нежный воздушный крем. Далее каждый кош разрезаем на 2 слоя. Срезанную верхушку оставляем, она пригодится для посыпки. Разрезать удобно струной, ниткой или тонким длинным ножом. Дополнительно пропитывать не нужно. Коржи достаточно влажные, ровные, нежные, абсолютно без запаха соды, почти без крошек, с мелкой пористой структурой. Приступаем к сборке торта. Перемазываем каждый корж кремом. Распределяем его равномерно. Когда торт постоит, крем стабилизируется и станет еще плотнее. Обрезки измельчаем в кружку и обсыпаем ими верх и бока торта. Сделаем торт более нарядным. Добавим небольшое украшение. Это невероятно вкусный торт. Обязательно приготовьте и напишите в комментариях ваши впечатления. Всем пока и до новых встреч!